Меня зовут Гвоздовский Игорь, руководитель управления складской логистики торговой сети Технониколь. В компании работаю чуть более 8 лет. На позиции управления складской логистики торговой сети более 2 лет. В сфере складской логистики порядка 5 лет. Компания занимается продажей строительных материалов и комплектацией объектов строительных разных сегментов. Это сервисная компания, по сути, по продаже строительных материалов. Я отвечаю за процессы складской логистики, за все процессы, связанные со складом. Приемка товара, хранение, отгрузка. Так как процесс автоматизации затрагивал, собственно, складские процессы, логично, что этим должен заниматься, соответственно, склад. Так как я управляю процессами по складу в торговой сети, соответственно, это моя задача и моих людей. Мы не являемся, наверное, правильно сказать, розничным магазином. У нас формат магазин-склад, склад, с которого происходит комплектация строительных объектов. Соответственно, отгрузки в розницу и на строительные объекты, они происходят со склада. Есть у нас некоторые, в каком-то смысле, распределительные центры. Это крупные склады, с которых пополняются более мелкие. Все зависит от региона. Суммарно SKU по торговой сети на сегодняшний день в интернет-магазине в районе 11 тысяч. Один склад в среднем, там, наверное, порядка 2000 SKU. Один, это который покрупнее. Это максимум. Минимум порядка 800, наверное. Представлены по всей территории России и в странах СНГ. В торговой сети Технониколь на сегодняшний день порядка 100 складов. Рассматриваются варианты расширения нашей представленности. Но на сегодняшний день эта цифра 100. На начальном этапе развития процессы автоматизации на складе в каком-то смысле отсутствовали от слова совсем. Это, знаете, где-то у меня сохранились даже какие-то исторические моменты. Это карточки складского учета. Такая коробка, соответственно, в ней зафиксированы карточки с каждым SKU, и по каждому SKU кладовщик вел движение. То есть таким образом на первоначальном этапе, это те далекие 20-28 лет назад. Далее году, наверное, в 2011 произошло разделение складского финансового учета в учетной системе 1С на базе 1С семерки. Году в 2013 начался переход на более современную 1С 8 версии, соответственно, уже с разделением складского финансового учета. В процессе этого перехода в 2017 году, у нас была задача, в том числе и страны СНГ, переход на общую версию работы 1С 8. И параллельно в 2017 году появился такой проект, как штрих-кодирование на складе торговой сети. И процесс автоматизации в каком-то смысле усилился и углубился. У нас единый сервер, где хранятся соответственно, вся нормативно-справочная информация. Сервер ТСД, уже он, соответственно, отдельный, и все это взаимодействует по средствам сети интернет. По сути, сервер ТСД, он ведь работает с документами 1С, он их не создает, он их обрабатывает, меняет статус и передает обратно. Наверное, это логично, то есть в случае какого-то непредвиденного выхода из строя, например, ТСД или сервер 1С с NCI, он может работать автономно, и другие склады никак с этим не связаны. У нас штрих-код используется, соответственно, на приемке товара на склад от поставщика и при отгрузке
товара в автомобиль заказчика или автомобиль доставки. Вот. В большинстве случаев клиент, сам конечный потребитель, он даже не присутствует при этом. Это либо водитель доставки, либо водитель клиента в случае самовывоза по доверенности. То есть, насколько склады были готовы к мобильной автоматизации? А насколько вы готовы к изменениям как человек? Ну, как правило, люди с опаской относятся к любым изменениям, к любым. К изменениям, которые касаются, в глобальном смысле касаются процесса работы, изучения чего-то нового и использования новых инструментов в работе, конечно, это вызывает страх, иногда негатив и отторжение. Соответственно, ну да, мы сталкивались с этим на этапе внедрения, да, на этапе, наверное, информирования людей и принятия этой информации. Были заявления такие, что ну, у нас и так все хорошо, нам это не интересно, если вы будете настаивать, как бы вот заявление на стол, мы пошли. Ну, приходилось использовать психологические трюки и подходы к людям, потому что не так просто донести, что это в пользу, и людям это осознать. Соответственно, люди, которые уже используют это, был предоставлен открытый доступ, пожалуйста, вот вы общайтесь, мы не будем сами нахваливать, вы обратитесь к своим коллегам, которые уже работают с этим. Да, и люди обращались, получали положительную обратную связь, в каком-то смысле успокаивались, а мы со своей стороны, с командой внедрения делали все таким образом, чтобы рабочий день, этап внедрения начинался с того, что люди получили в руки настроенные терминалы сбора данных, им показали, как принимать товар, как отгружать, какие кнопки нажимать, как это работает. И по сути запуск проекта сейчас происходит в один день. Вот. И были такие случаи, они везде есть. В первый же день, соответственно, персонал получает терминалы, и заведующий складом слышит, как со стороны доносятся звуки, когда он там крякает достаточно громко, что используется не тот товар для отгрузки. И на лице мы видели улыбку и радость от того, что вовремя раздали. Самое сложное на этапе внедрения проекта — это постройка сети Wi-Fi. Объясню почему. Все объекты находятся в разных местах, они имеют разную конфигурацию, они имеют разные стены, инженерные все конструкции, которые влияют на зоны покрытия. Плюс далеко не везде на сегодняшний день по нашей огромной стране и в СНГ в том числе дошли передовые технологии в виде оптоволокна и скоростного интернета. Вот, потому что объекты зачастую находятся и в промышленных зонах, удалены от какой-то основной цивилизации в городе. Вот, и здесь были нюансы. И, соответственно, у нас есть даже случаи, когда мы используем мобильный интернет и сим-карту. Вот, в тех случаях, когда нам это экономически более целесообразно. Вот. Это, наверное, самое сложное и одно из самых дорогостоящих мероприятий, как и по времени, так и по финансам. Вот. Соответственно, после постройки сети нам достаточно на объекте выдать настроенные терминалы, которые настраиваются удаленно. Вот. Установка принтера для печати штрих-кодов, по сути, все, проект готов к использованию. Пилотный проект у нас предусматривал 2 склада. Это склад в Санкт-Петербурге и склад в Москве, в теплом стане. Соответственно, вот на этих 2 пилотах мы отрабатывали все вопросы. От выбора оборудования,
до поставщиков мобильных приложений и, соответственно, отточка всех процессов, в том числе и связанная с доработкой учетной системы. У нас изначально были заявлены определенные критерии успешности. Мы оценили потери, те, которые происходят на складах. Это процесс инвентаризации, долгий, длинный, неудобный, как следствие, дорогой. Это расхождение в результате инвентаризации, соответственно, пересорт, излишки, недостачи. Это товары с истекшим сроком годности, подлежащие списанию, учет которых, условно, на коленке. Да. Соответственно, мы оценили эти все потери, были заданы определенные критерии успешности, согласно которым, собственно, у нас и считается окупаемость этого проекта. Вот. Все мы это оцифровали, описали, выпустили устав проекта с зафиксированными этими критериями и побежали его реализовывать. После устава формировалась рабочая команда единомышленников в каком-то смысле. Да, на пилотном проекте тоже приходилось работать с головами сотрудников, которые задействованы в этом проекте. Да, мы тоже сталкивались с тем, что зачем нам это нужно, и так все хорошо. В какие-то моменты даже я сам сомневался, что это принесет реальный результат, когда что-то не получалось, оборудование лажало, не работало, все это не работало, и в какой-то момент было ощущение разбитого корыта. Но мы находили в себе силы, собирались и шли упорно вперед и двигались. Мы четко понимали, что нам нужно. Соответственно, у нас был описан процесс работы на складе. Мы понимали, как мы принимаем товар, как отгружаем, как храним и на каких этапах нам необходимо использовать информацию по штрих-коду на этапе приемки, на этапе отгрузки, в процессе хранения. Исходя из этого, мы искали поставщика или продавца мобильного приложения. Также немаловажно было это совместимость с работы с 1С8 управлением торговлей и возможность ее адаптации под наши процессы и, соответственно, под нашу версию 1С, потому что она, соответственно, за все время работы в каком-то смысле прошла некую эволюцию и адаптирована под наши требования, условия и наши бизнес-процессы. Это все происходило параллельно. По выбору оборудования, естественно, нам помогал наш ИТ-отдел, который хорошо разбирается в современных технологиях. С нашей стороны, как логично, были заявлены определенные требования по работе и работа на улице, в разных климатических зонах и условиях, заряд батареи, дальность работы сканера, немаловажное, так сказать, условие. И это происходило параллельно. Требования к мобильному приложению были совместимость с работой 1С8 управления торговли, возможность его допилки, адаптации, доработки под наши бизнес-процессы на складе. Все. И, как всегда, стоимость. Мы выбрали решение, это приложение Mobile Smarts от компании Clever Soft. Почему? Потому что оно соответствовало нашим критериям, оно работало с выбранным нами оборудованием, оно было совместимо с работой 1С8 управления торговли. У нас была возможность его адаптации под наши бизнес-процессы. Оно работает на территории представленности торговой сети Технониколь, вне зависимо от страны. Устраивало по стоимости и бессрочная лицензия, то есть все. Мы используем производителя CypherLab. Изучив рынок, мы поняли для себя, что
Это оптимальное соотношение для нас по качеству, по нашим требованиям и, соответственно, по стоимости. У нас, соответственно, отдельный сервер TSD, с которым работают, соответственно, все терминалы посредством сети Wi-Fi на всей территории представленности, где проект реализован. Сервер уже, соответственно, взаимодействует с сервером 1С. Мы все-таки работаем на достаточно большой территории представленности. У нас разные часовые пояса. Вот, и, соответственно, так как терминалы используются для приемки товара, отгрузки товара, немаловажно то, чтобы товар попадал в учетную систему максимально быстро, как завершен этап приемки, или же отгрузки, потому что продавцы работают с этим всем онлайн, и склад работает онлайн. То есть скорость здесь имеет максимальное значение. Был у нас как-то сбой сервера TSD, и вот с пилотного проекта через минуту у меня поступил звонок от руководителя операционной компании «Север». Это северо-западная часть России, в частности Санкт-Петербург. И звонит Татьяна: Гвоздовский, алло, тут отгружать не можем, твои тамагочи сломались. Вот. Я к тому, что люди настолько привыкают за короткий промежуток времени к работе с терминалом сбора данных, что в случае какого-то выхода из строя они просто разводят руками и не понимают, как дальше работать. Вот. Это, мне было приятно. Это говорит о том, что произошло на местах принятие новых процессов, изучение новых процессов, они приняты, и люди работают. Вот. В частности, в этом году в Тюмени, история, о которой я говорил в начале, что люди говорили, что заявление на стол, мы пошли. Вот эта история про Тюмень. Там работают, наверное, правильно сказать, люди уже такие относительно возрастные, там ближе к 50. Я понимаю, что принимать какие-то изменения и связанные с какими-то новыми технологиями может и сложновато. Но когда люди получили терминалы сбора данных и пошли работать, принятие прошло за один день. И там, в том числе, во время перезагрузки сервера TSD минутного, была такая же обратная связь, звонок: а как нам работать, мы не можем работать, верните, как было. Как только они в процессе отгрузки слышат сигнал, что берут не тот товар для отгрузки, они понимают, что зарплата осталась цела. Касательно процесса инвентаризации. На этапе обсуждения проекта, на этапе утверждения критериев успешности мы четко понимали, что у нас есть огромные потери по инвентаризациям. Это стоимость их проведения в выходной день за двойную оплату, это долгое время их проведения и результат в виде потерь, пересортов, излишков, недостачи товара. Мы понимали, что есть серьезные финансовые потери, и этот критерий успешности был четко зафиксирован. И одна из задач была сократить данные потери минимум в 2 раза. И хочу отметить, что минимум в 2 раза получается сделать на этапе внедрения проекта. А в процессе следующей эксплуатации в течение года можно говорить о том, что эти потери делить на 3, не меньше. Естественно, все участники инвентаризации касательно времени проведения отметили тот факт, что стало значительно удобнее, быстрее все это мероприятие, и, соответственно, привлекаются уже более охотно или менее негативно, нежели это было раньше, к данным процессам. Для себя успех проекта определяю следующим образом. Если проект окупил себя менее 2 лет,
как заявлено в наших критериях успешности, проект получился успешным. При этом проекты, которые мы откладывали на попозже, ввиду их там дорогой стоимости, сложности, мы их внедряли вот в текущем году. Откладывали по той причине, что окупаемость могла быть более затяжной или более 2 лет. И, к моему большому удивлению, эту окупаемость мы получили за полгода. Ну, соответственно, вот такой результат. Я сейчас говорю про самый крупный склад торговой сети в Москве, в Люберцах. Мы его купили за 0,6 года. Соответственно, на этапе пилотного проекта это была команда порядка 10 человек, при этом задействованы были люди, скажем так, всех направлений касательно проекта. Это от сотрудников склада, которые работают на территории, до руководителя департамента ИТ. Вот, соответственно, команда была такая, и задача была такая, чтобы проект помогал людям работать более качественно, более точно и быстро. Наш генеральный директор Анатолий Владимирович Нестеров, он, соответственно, имеет достаточно большой и сильный опыт в сфере складской логистики, и это была его инициатива. Соответственно, он является заказчиком, и по сей день он является заказчиком данного проекта и принимает проект лично. Анатолий Владимирович в этом вопросе всегда говорил следующее: вы руководитель, вы являетесь ответственным лицом за достижение критерия успешности. Какое оборудование вы выберете, это ваш вопрос. Если вам важно, как мое мнение, вы мне можете задать вопросы какие-то, вот, но целиком и полностью за реализацию проекта, соответственно, отвечал я. Вот, и вопрос выбора оборудования был на моей стороне. Вот, дальше, соответственно, по нашим внутренним регламентам и инструкциям происходила процедура выбора, тендера. Вот, все открыто, прозрачно, и тут уже работали наши внутренние процессы. Но повторюсь, что вся ответственность была делегирована, соответственно, на руководителя проекта, кем я являлся на этапе пилотного проекта. Да, я испытывал некие даже страхи за это, но все-таки спрос был такой, достаточно, мягко говоря, сильный. Пилотом активно начали заниматься в июне месяце. В сентябре, соответственно, пилот уже работал на складе. Процесс приемки и отгрузки товара работал, назовем это, по процессу. И в течение, соответственно, сентябрь-ноябрь мы дорабатывали приложение, адаптировали под наш бизнес-процесс, чтобы это было максимально быстро, точно и удобно. На этапе обсуждения и первых шагов казалось, что это просто нереально, невозможно. От слова совсем. После защиты, когда на это все уже смотришь со стороны, это кажется весьма недолго. Ну или быстро. Да, я считаю, что это очень быстро для пилотного проекта, который показал результат, получил плановую окупаемость, и на сегодняшний день он уже приносит компании, скажем, дивиденды в виде сокращения потерь. Большой респект за это компании Cleverance. Было плотное сотрудничество наших разработчиков с разработчиками Cleverance, всегда были на связи онлайн, помогали выбрать лучшее решение и путь адаптации. Вот. И
хочется отметить, что это было такой достаточно успешный совместный проект. Да. Совместная работа заключалась в большей степени по лучшему варианту доработки приложения и поиску решения для наших заданных целей. Все происходило быстро, оперативно, и как итог я получил нужный результат, как человек, который заинтересован и использует этот проект в работе. Соответственно, таким образом была построена работа. На этапе, соответственно, обсуждения, конечно же, у нас не было понимания даже, какое приложение у нас будет, и эта работа не велась. Активная стадия доработки приложения – это период может даже не середина, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, в течение 4 месяцев происходила данная работа. На мой взгляд, это очень быстро находилось решение. Спасибо, опять же, Cleverance в помощи в этих вопросах. Тут же решения уходили разработчикам. Соответственно, наверное, правильно сказать, что большая потеря времени была на этапе тестирования наших доработок, потому что это, соответственно, тестовая база, это создание документов, и вот этот процесс, он был более длительным. И потом уже, соответственно, была еще временная потеря, когда мы ожидали релиза по выпуску доработок в учетную систему. Наверное, вот на этом этапе мы тоже какое-то время теряли. Но в общем и целом, соответственно, 3 месяца, вот итого на все про все у нас ушло 3 месяца. Я считаю, что это мало. Самое важное для меня и как руководителя складской логистики, это то, что те, кто прошел проект штрих-кодирования и успешно внедрился, все изменения касательно работы на складах не принимают в штыки. Это для меня самое важное и большое достижение. И я получаю честную обратную связь от сотрудников, которые работают на местах. Для меня это важно не только по работе со штрих-кодированием, а касательно вообще в целом работы складского комплекса и касательно вопросов охраны труда, обслуживания техники, стеллажного оборудования и куча всех вопросов. Мы общаемся на другом уровне. Люди открыты и понимают, что те, кто занимается управлением в складской логистике, заинтересованы в том, чтобы работать было безопаснее, удобнее, быстрее, точнее и комфортнее. Автоматизация в современном мире имеет, на мой взгляд, огромное значение, потому что если не идти в ногу со временем, не работать над сокращением затрат, над уровнем сервиса, над качеством работы, то в какой-то момент мы просто окажемся ненужны на этом рынке и, собственно, никому не интересны. И говорить о том, что бизнес будет существовать, весьма, наверное, глупо. С точки зрения развития нужно всегда идти в ногу со временем, иначе завтра тебя просто скушают. Использование терминала сбора данных позволило нам более точно оцифровывать занятость сотрудников, время обслуживания клиента на складе, точность, скорость, что все вкупе влияет на общее время выполнения операций на складе. То есть, естественно, один сотрудник ее может делать быстрее, точнее. Быстрее, точнее равно за определенный отрезок времени больше этих операций. Соответственно, конечно же, производительность увеличилась. При этом
на всех складах, где у нас реализован проект, у нас увеличился товарооборот, при этом не увеличилось количество персонала. Даже немножко уменьшилось. Вот если говорить про самые крупные склады, есть там у нас пару кандидатов ушли на заслуженную пенсию, в прямом смысле слова, и персонала мы дополнительно не привлекали, оценив нагрузку, точно оценив нагрузку использования благодаря там мобильному приложению Cleverance и тех доработок, которые мы сделали совместно и которые мне позволяют оценивать эти параметры. Поэтому, да, на персонал это безусловно влияет. Как минимум его точно больше не становится. Вот. И производительность улучшается. Аналитику мы получаем время работы оператора, время ожидания клиента в очереди, время операции по комплектации и отгрузке товара, время по приемке товара, время там всех процессов, связанных с инвентаризацией в том числе. То есть все, что касательно операций по времени, мы можем это оцифровывать, соответственно, с этим работать и работать с пиковыми нагрузками, распределять их более равномерно и делать работу и людей более комфортную, и при этом не привлекать дополнительный ресурс. Самый такой, вот для меня важный критерий – это то, что мы начали системно, четко и точно работать с учетами сроков годности товаров, сроков хранения, которые сейчас доступны онлайн по любому складу, любым заинтересованным подразделениям. Соответственно, разработка акций, мероприятий по распродажам, каких-то других активностей и оценки оборачиваемости с точки зрения хранения по срокам годности. Все это доступно, и это можно использовать, и заинтересованные службы этим пользуются. Ну а для меня, естественно, очень удобно использовать принцип ФЕФа на складах. Первый произведен, первый отгружен. И процесс, опять же, учета сроков годности, он ведется системно. Нет больше каких-то табличек Excel, постоянных инвентаризаций по этим срокам для подачи информации в отдел закупок или маркетинга для каких-то активностей. То есть все, кому это важно, интересно и нужно, может это использовать в работе.